Спокойствие так и не приходит на Южный Кавказ. Мы видим, как Грузия бушует из-за закона о прозрачности иностранного влияния или так называемого закона об иноагентах. И видим, как все не складывается, не клеится процесс делимитации и демаркации границы между Азербайджаном и Арменией. Помним, к чему привели первые попытки делимитации и демаркации. И вот попытки эти уже вышли на площади Армении и требуют свержения премьер-министра Никола Пашиняна. Это Алексей Наумов, шоу «Разбор». Начнем с Грузии. Из Грузии готовят второй фронт против России. Об этом заявили грузинские власти. Кроме того, премьер Грузии Ираклий Кобахидзе признался, что в разговоре с одним из еврокомиссаров ему напомнили о судьбе премьер-министра Словакии Роберта Фицо, которого чуть не застрелили не так давно. То есть мы видим, как сегодня из Грузии действительно пытаются готовить инструмент антироссийского влияния. Мы видим, как 3 министра иностранных дел прилетают в страну и идут присоединяться к протестующим, которые митингуют против законопроекта о прозрачности иностранного влияния и, по сути, за свержение правящей партии «Грузинская мечта». Дело, причем, не исчерпывается одними министрами иностранных дел. Западные страны, Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки открыто угрожают и шантажируют Грузию. Мол, вы примете свой закон, мы введем против вас санкции, не пустим вас в США и запретим вообще хоть какие-то коммерческие сделки осуществлять на ее территории и с ее гражданами. Тут не нужно говорить, что американские санкции, по сути, выключают человека из всей всемирной банковской системы и являются на самом деле грозным оружием. Другое дело, почему США себе позволяют делать такие заявления и высказывать такие угрозы, это интересный момент. Интересный момент состоит в том, что мы, кажется, уже видели, что представляет из себя проамериканская, прозападная Грузия. После победы Михаила Саакашвили страна действительно провела ряд впечатляющих реформ. Мы помним и борьбу с коррупцией, и прозрачные полицейские участки, и легкий процесс получения документов. Но мы помним, чем все это закончилось. Грузинский народ увидел лимиты западной помощи и западной поддержки. То есть Запад может, с одной стороны, чего-то пообещать, он может чего-то даже немножечко дать, но пустить в Запад он не может. Сделать частью золотого миллиарда, так называемого, Запад тоже не может. То есть вот как бы он демонстрирует очень красивую картинку этой западной жизни, но эта картинка всегда находится немножечко в отдалении, как бы в подзорной трубе или вот на другой стороне калейдоскопа. Вы смотрите, действительно очень красиво, и кажется, вам вот именно вот этого и хочется, но вы берете калейдоскоп, а он, в общем-то, попасть внутрь туда нельзя. Вас там никто не ждет, и вас туда не пускают. А если вы этот калейдоскоп разломаете, то все красивые стеклянные блестки посыпятся наружу, и вы поймете, что это всего лишь мираж, и то, что вам показывали, совсем не обязательно то, что вам на самом деле обещали. Собственно, поняв, что вроде как Запад далеко, и Запад не то, чтобы много чего на самом деле может дать, грузинский народ поддержал движение «Грузинская мечта», которое вроде как выступает с вполне себе прогрузинских позиций, который говорит, что мы хотим, чтобы грузины жили хорошо, чтобы они зарабатывали много денег, могли покупать, что хотят, могли ездить, куда им нужно. Но Западу это не нравится. Запад словно вот как будто из 19 века грозит Грузии. А почему это вы делаете, что вы хотите? Почему это вы принимаете законы, какие вам надо, а не какие надо нам? Почему вы настолько автономны? Стоит сказать, что, кстати, слово «автономия» буквально переводится как «самозаконие», то есть способность принимать свои собственные законы и является признаком, который отличает общество автономное, да, от общества подконтрольного и зависимого.
То есть, разочаровавшись в прозападном курсе, который похож на калейдоскоп, Грузия естественным образом из причин экономических и причин социальных начала вести более прагматичную политику. Прагматичная политика — это когда вы деньги зарабатываете. И вот понятно, что зарабатывать деньги куда проще с Россией, которая рядом, у которой большая экономика и которая традиционно имеет экономические связи с вами, которая покупает ваше вино, которая покупает другие ваши товары, да, покупает боржоми, что только не покупает. У вас есть общий язык, который вы понимаете, у вас есть налаженные экономические потоки и экономические связи. Это не пророссийская политика, это прогрузинская, адекватная, нормальная, прагматичная политика, которую, казалось бы, ведет сегодня руководство Грузии. Но это не нравится странам Запада. Западу не нужна прагматичная политика. Западу нужна политика прозападная. То есть, когда вам нужно принимать те законы, которые нравятся Западу, покупать, что нужно Западу, и продавать, что нужно Западу. То есть, интересно, что позиция вроде как за свой собственный народ, за его благополучие, оказывается как будто бы даже пророссийской. А те партии, которые выступают за сближение с Западом, по факту оказываются противодействующими собственному экономическому росту, интересам своего собственного населения. Ситуация довольно парадоксальная, но такая, какая есть. Тут, что интересно, Россия, например, не говорит Грузии: давайте принимайте вот этот закон, или давайте вводите вот такие правила, вводите квоты для, не знаю, русского языка, консервативных ценностей, брака как союза между мужчиной и женщиной, ну вот какие-то анти-ЛГБТ вводите, значит, парады. Ничего подобного. Россия говорит: друзья, давайте торговать, это вроде как выгодно, вы рядом, мы рядом, можно даже рейсы открыть, всем выгодно, всем хорошо. То есть парадоксальным образом Россия, страна, которая вроде как, ну, такая тяжеловесная, консервативная, с большим имперским наследием, ведет себя адекватнее, чем западные страны, которые требуют буквально идеологического однообразия, которые присылают вам премьер-министров, прошу прощения, министров иностранных дел, которые ходят по вашим улицам и присоединяются к вашим протестующим. Тут стоит вспомнить другой кейс вывода российского миротворческого контингента с территории Азербайджана. Когда карабахский вопрос стало понятно, что окончательно закрыт, многие говорили, что да, Россия не уйдет, 25-й год, Россия очень держится за солдат на земле, за какие-то воинские контингенты. Я надеялся, прогнозировал и оказался прав, что этот вывод произойдет заранее. То есть что вроде как тяжеловесная такая российская государственная машина поняла, что в 21 веке говорить языком ультиматумов, говорить языком военной силы, каких-то сапог на земле не очень выгодно. Гораздо выгоднее договориться, какие-то войска лишний раз вывести, болезненные моменты хоть как-то затереть, да, вот как-то помазать их какой-нибудь умягчающей мазью, чтобы продолжал действовать язык логики, язык экономики и язык взаимной выгоды. Вот смотрите, Россия, мы помним, что после 2008 года имела ужасные отношения с Грузией, но потом именно вот этот военный аспект из отношений ушел. И Грузия сама под воздействием собственной логики, собственной экономической выгоды и собственного благосостояния и благополучия немножечко придрейфовала в сторону взаимодействия с Россией. То есть Россия сегодня предлагает довольно простую систему взаимодействия. Давайте просто вы будете свои интересы соблюдать, давайте вы не будете выступать за трансатлантическую солидарность, за какие-то чужие интересы Вашингтона, Брюсселя, Парижа, кого только не. Соответственно, мы тоже не будем вам противодействовать, будем просто торговать и взаимодействовать там, где выгодно. Удивительная история. Вроде как консервативная Россия предполагает совершенно гибкий формат взаимодействия. Мы видим, как, например, укрепляются отношения России с Азербайджаном. Строится коридор север-юг, растут торговые взаимодействия по газу, например, да? И в целом мы видим высокий уровень взаимоотношений. Что? Можно ли сказать, что Россия и Азербайджан стали прям полноценными вообще союзниками, друзьями? Да нет, стали просто нормальными партнерами. Понятно, что есть разный взгляд на
какую-то там другую внешнюю политику. Понятно, что Россия не будет с Азербайджаном строить, там, не знаю, Великий Туран. Понятно, что у Азербайджана есть свои интересы, у России есть свои интересы, но при этом нормальное, хорошее, тесное, теплое взаимодействие идет по тем сферам, где это обеим странам выгодно. Ни Россия не пытается Азербайджану что-то навязать. Русский мир, консервативные браки, что там еще можно придумать. Ни Азербайджан не пытается навязать России там идею поддержки Турана, тюркского единства, ислама, например, и так далее. Просто идет хорошее, буквально союзническое в политическом смысле взаимодействие, да, в тех сферах, где это странам выгодно. То же самое мы видим на примере Армении. Армения проиграла, значит, оба карабахские столкновения последних, оказалась полным нолем, полным банкротом. И казалось бы, вместо того, чтобы как-то нормально, адекватно налаживать взаимоотношения с Азербайджаном, с Турцией, с Россией, она продолжает, вот как в 19 веке, грезить какими-то территориальными, значит, территориальной местью, территориальным возмездием. Говорят, вопрос Карабаха еще не закрыт. За этой, казалось бы, безобидной формулировкой скрывается на самом деле реваншизм, страх, смерть, в общем, всякий ужас. Поэтому странно это выглядит, да, то есть что Армения поддерживает вот эту западную линию на какое-то идеологическое единство, поворачивается к Западу, говорит, давайте мы будем сейчас у себя все, что нужно делать, проводить реформы, гей-парады, если нужно, видимо, готова тоже будет провести, если попросят старшие товарищи, законы принять, какие нужно, суверенитетом поделиться. Все для того, чтобы, казалось бы, опять неконструктивно воевать за тот Карабах, вопрос которого окончательно закрыт. И Азербайджан это прекрасным образом продемонстрировал. О чем нам говорит вся эта цветущая сложность ситуации на Южном Кавказе? Что старое взаимодействие в регионе, взаимодействие, которое определяется военной силой, определяется каким-то насилием, давлением, оно уже не очень работает. Вот это вот жесткое идеологическое противостояние, мы или они, с ними или с нами или против нас, да? А вот этот вот новый формат взаимодействия, нацеленный на конструктивный, логичный, взаимоуважительный, партнерский настрой, он побеждает. И те страны, которые этот настрой выбирают, они оказываются в победителях. Отношения России и Азербайджана сегодня находятся, наверное, на лучшем уровне с момента переобретения Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой независимости. Да? Потому что это конструктивное, нормальное, экономически обоснованное, взаимоуважительное взаимодействие, которое еще и скреплено вот этим прекрасным общим языком русским, и русским, и азербайджанским русским. Все прекрасно говорят, все друг друга понимают. Общим историческим прошлым, миллионы семей, миллионы друзей. Все это прекрасным образом работает. Да? Грузия тоже. Значит, вот этот силовой компонент из взаимодействия был выведен. Россия не языком силы говорит с Грузией, а языком выгоды. И Грузия, естественным образом, ну да, вроде выгодно торговать, чего мы будем, вот, ну, нам выгодно, вам выгодно, все довольны. Ну и Армения, которая все еще немножко живет вот в этой логике прошлого века, логике силы, сапог, ружей, винтовок и так далее. И мы видим, что Азербайджан, Грузия и Россия оказываются в числе бенефициаров, а Армения вот волочится немного где-то там позади. Так что мы видим, как на Южном Кавказе постепенно обретает силу новый миропорядок. Миропорядок, основанный на локальном, местном, может быть, не всеобъемлющем взаимодействии, если это взаимодействие выгодно обеим сторонам. А вот миропорядок, основанный на старых вот этих вот буквально имперских правилах, терпит крах. И, пожалуй, Южный Кавказ — это образец того, как новое сменяется старым. И интересно посмотреть, как Россия со своим огромным имперским наследием, с большим историческим багажом может, как мы видим, вполне гибко и грамотно работать, имея в голове интерес и свой, и своих партнеров. Вот такой у нас с вами сегодня разбор. Это был Алексей Наумов. Если вам понравился этот выпуск, пожалуйста, поставьте лайк и напишите в комментариях, в чем бы вам хотелось еще вместе нам разобраться. Встретимся через неделю.